Всем приветики! С вами Лис, и мы продолжаем играть в Тани Бани. Так что надевай наушники, бери что-нибудь покушать и поехали. Так, мы остановились на том, когда мы собирали снеговика вместе с нашей подругой, как бы вроде как, я уже не помню, как ее зовут. И кто-то в лесу есть, кто-то на нас смотрел. Так что мы сейчас смотрим, кто там. Очень интересный момент. Поехали. Я прикусил губу, чтобы в случае чего не завопить. За сосной никого не было. Я выдохнул. И опять повернулся к Полине. Полина, здесь никого. Где Полина? Полина где? Ну, здорово, Антошка. Какой он стрёмный пипец. Фу. Из вечной темноты за соснами, как дикари из пещер, вышли ухмыляющийся Семен и его гогочущая шайка. Опачки, какая встреча! Да ладно. Хоть буквы научись выговаривать. Ой. Полина ойкнула, когда подонки отодвинули ее подальше от меня. Словно хищная стая, они окружили меня, вынуждая пятиться. Нога грузного Семена протаранила брюхо снеговика. Комья развалились, стали бесформенной кучей, из которой печально торчала сломанная ветка. Полина обиженно ахнула. Гнев ошарил меня кипятком. Нос шибанул запах пота и табака. Во рту стало кисло, словно я лизал батарейку. Полин, не бойся. Да уже я боюсь, что ты будешь делать? Я вздрогнул, когда услышал свой голос. Он был неестественным, свирепым и пугающим. Полинка-то чё бояться? Лучше за себя беспокойся. Здоровяк сплюнул сквозь щель в зубах и резко толкнул меня так, что я впечатался спиной в дерево. Ну как? Толчкова. Да. Страшно, мудила. Нет. Позади раздался сердитый возглас Полины. Не трогайте его! О, лучше бы Полины здесь не было. Лучше бы она не видела этого позора. Глядите-ка, пацаны! Девчонка за него заступается! Ага, циклона! Ты, приезжая, не на того руку поднял. Можно, пожалуйста, без обзывательств? Семен уже двинулся на меня, замахнувшись. Внезапно другой хулиган в спортивных штанах оглушительно свистнул, и здоровяк покорно опустил занесенную руку. Похоже, там идет какой-то взрослый. Это было неожиданно. Главный в банде оказался не Бабурин. На деле все слушались этого похожего на хищного зверька парнишку с крепкими и острыми зубами. Бить не стали. Видимо, собирались для начала поглумиться на глазах у девочки. Проклятие. Слышь, Батькович, Что за выражение? а это кто? Еще одна подружка? В смысле еще? Да у тебя тут гарем, на! А вот завидуете, как бы, да. О, собачка? Я только сейчас заметил рядом с собой дрожащую от холода жульку, на шесть которой налипли комки снега. Видать, бежала от самой школы и нашла нас по запаху. Хулиган присел на корточки и жестом поманил собаку. Ой ты, батюшки, ко мне, сука, блохастая! Собака, навострив уши, облизнулась и стала осторожно приближаться. Иди сюда! Иди, дам кое-чего! Не успела собака принюхаться, как живодер схватил ее за ухо и с размаху пнул под хвост так, что она полетела, скуля в ближайший сугроб. Ах, падла позорная ты, бля, чтоб тебя там в сугроб закопали. Вся банда взорвалась смехом, а у меня сердце обледенело. Что здесь смешного? Вот это вот тварь. Честное слово.
Даже птицы, сидевшие на ветках, отозвались испуганным граем. Я не поняла. А чё это она улыбается? Мельком я заметил кое-что странное. Полина с трудом сдерживала улыбку. Неужели она настолько не любит собак, что садистский поступок тощего развеселил ее? Встретившись со мной с глазами, Полина сменила торжественную ухмылку на озабоченную гримасу. Почему она не убегает? Ужаснулся я. И будто кто-то прошел на периферии зрения в обманчивых сумерках спящего леса, или просто кусты на ветру шевельнули заиндевелыми шипами веток. Может, она в принципе с ними в сговоре? Робка! Она ж больше срать не сможет. Давай теперь я! Второй раз! Минус на минус даст плюс. На дворняк уже и след простыл. Чего ты, баран? Втолкуй его на очкарику, где его место. Только так, чтобы он понял. Ага, за ним кофякна. Этот очкарик тебе при всем классе всек. Да без Б! Семен демонстративно поднес к моему лицу увесистое кольцо, печатку с каким-то геометрическим символом. Ща, парашник, я тебе этой печаткой так заряжу. Клеймо на всю жизнь останется. И куда подевались моя потаенная сила и храбрость? Стой! Я просипел. Стой, а голова мотнулась, врезавшись в кулак Семена. Красные искры брызнули из глаз. Сейчас меня забьют толпой. Пусть они прекратят! Прости, но пацанам надо по-мужски побазарить. А тебе в сторонке постоять. Бяша! Подсоби! Семен грубо толкнул меня навстречу подонку с раскосыми глазами, и тот подставил подножку. Я упал на острую корку льда, и толстяк тут же наступил на мою руку, не давая подняться. Из горла вырвался болезненный стон. Слыхали, как заныл? А ты случаем не... Сколько здесь придется запикивать всего, а? Потому что YouTube это не пропустит. От злости и обиды я начал задыхаться. Боль нарастала. Ухо пульсировало и пекло, точно его отрезали, а поверх пришили ком крапивы. Че молчишь, Антошка? Отвечай ты. А ты хочешь ко мне подкатить? Может, это ты? И тут я почувствовал чистую, незамутненную ярость, концентрат моей злобы. Как чернила спрута, она всплывала из глубин сознания, заполняя все мои мысли. Твари! Знаете, что мой отец... То за Семен загоготал. Это стало последней каплей. Страх и злость цепились внутри меня, словно бешеные собаки. Он айкидо занимался, поняли? И Он чё? еще воевал. Таких, как вы, с закрытыми глазами убивает. Я только слово скажу, он... Ромка поднял руку, остановив поток лжи, и сделал пару шагов вперед. Семен медленно отступил, дав мне возможность встать. Сосны качались молчаливыми стражами. Неужели поверил? Или его смутило мое перекошенное от ярости лицо? Воевал, говоришь? Мой батя тоже воевал. В Афгане. А твой? И мой. Да, и в каких войсках, интересно? Я замялся, страх вцепился в глотку злости и пустил ей кровь. Да он фуфло гонит, Ромка! Будуна. Да хватит, пика слишком много придется. Думал, меня так просто развести? Я тебя, насквозь вижу. Как монтажа, господи. На лице Ромки появилась гадкая улыбка. Ну, хоть у него зубы в порядке. Ничего хорошего это не предвещало. Ты сам себе приговор подписал. В школе тебя училка спасла. Ну а теперь все.
Хана тебе. Во-во! Давай, Антошка, молись, чтобы твой труп по весне нашли б. Сидел бы ниже травы, был бы целочкой. Шестой класс. Жирного стукнул одно дело. Но про Афган, где мой батя под пулями. Долг интернациональный. В Даште Марг... Да господи, что это гопота реальная. 30-летний, блин, а не шестиклассная, ёперный балет. Что ж происходит? Дашти Марго в переводе с персидского означает «долина смерти». Глинистая песчаная пустыня на Ближнем Востоке в юго-западной части Афганистана. Сёма, ушатай-ка его. А я тебя ушатаю. Хулиганы вновь сомкнули кольцо, и я оказался напротив Семёна. Кровь стучала в висках. Ну, Ромочка, ну хватит! Ромочка. Она настолько знакома с Ромочкой, она так близка с этим Ромочкой, потому что не Рома, а Ромочка. Ты уже все доказал! Что доказал? Дай нам уйти! Ты иди. Ромочка. А мы пока мусор приберем. Меня зацепило даже не это оскорбление, а ласковая Ромочка из уст Полины. Во-во-во-во! Скорее всего, это было планировано, мне кажется. Просто не сказали привести его туда. Лучше бы, наверное, с лисицей даже пошли. Уроды оттесняли девочку к соснам. Ветки, качаясь как будто что-то шептали, обнадеживали. Стиснув зубы и борясь с мыслью, что выгляжу глупо, я встал в боксерскую стойку, которую частенько видел в кино. Майк Тайсон! Да. Это была моя первая драка. Запомню на всю жизнь, если, конечно, не сдохну сейчас. Краем глаза я заметил, что тьма вокруг нас снова зашевелилась, будто в ней кто-то ходил туда-сюда. Я почувствовал клешни Ромы, схватившие за портфель. Манатки, Антошка. Махаться мешает. Ай да, спасибо, что снял их. Я было уперся, не желая подчиняться мерзавцу, но он ловким движением выдал из-за пазухи нож бабочку и демонстративно, крутанув, подставил острие к моему горлу. А это уже как бы не по правилам, тем более не по школьным. Господи, уж эти школьные времена. Слышь, Фрей, С расслабься, а то неадекватными. больно будет. Вместо слов я выдохнул. Клуб паром. Ромка же дернул изо всех сил, и рюкзак перекочевал к нему. Ромка подмигнул ей, мол, без паники. Угу. Вальяжный и спокойный. Противно скалясь, он заглянул Ты от внутрь. нас что-то скрываешь, да? У меня в школе какая-то крыса сменку подрезала. Ща поглядим, может, это был... Опачки! Ромка многозначительно ухмыхнулся. Это мои школьные Так, принадлежности. а что это у нас здесь? Учебники и тетради полетели на снег. Хулиган держал в одной руке портфель, а в другой что-то странное, напоминающее... маску? Он поднял ее высоко, словно показывал кому-то еще, кроме нас. Кому-то в кронах, в сумерках за деревьями. Старая маска зайца. Длинные, потрепанные уши, едва заметно нарисованные нос и усы. Облизлый мех на щеках. Откуда ей было взяться? Подбросил кто? Новый год уже прошел. Или ты реально поехавший? Это не мое! Да как не твое, В твоем портфеле лежит... Ну ладно, мое, и чё? Ну по ночам зайчиком прикидываюсь для сестры, что с этого? Ромка наблюдал за этой сценой, ехидно улыбаясь. Дикари! Масок раньше не видели! Таких конченых не видели. Я таких людей, как ты, тоже не видела. А Тебя знаешь бывает. что? Надевай. Что он там задавал? Кто какой, чего там этого, да? Кто какой, по кому там девочек, мальчиков любит, да?
А он уже решил ролевые игры устроить. Угу. Угу. Зачем? Надевай, говорю. Попрыгаешь перед нами, зайчик. Ах уж это... Ах уж эти дурашенты. Давай, давай! Или без штанов домой пойдет на. Только не при Полине. Надену. Сёма, надень-ка на него. Хе-хе. Бяша услужливо подскочил к приятелю, взял облупленную маску, отвесил шутовский поклон. Затем передал ее Семену, уже протирающему руку в нетерпении. И оглянулся на сосны, словно ждал помощи, ждал, что тени, ползающие вокруг нас, жалятся и займут мою сторону. Ветви напоминали изломленные под страшными углами руки. Почерневшая кора была обварившейся кожи, а тьма гарью. Не убегу, не успею, догонят. И тогда... А может, не догонят? Нет, никуда не побегу, я не брошу Полину. Она вместе с ними, и они ее не трогают, как видишь. Только учти, Сёма, если он скакать не станет, ты сам за него поскачешь. Этот чмошник и не станет? Да погляди на него, он же дурик. Этот дурик тебе уже раз в жбан зарядил. Ромка прав! Давай, толстый! Восстанавливай авторитетно! Или сам у нас запрыгаешь так, что тетяндра отцепится. Значит, он и вправду боится Ромку. Семен выругался под нос, злобно зыркнул на меня, затем на Полину. Вот. Это чтобы маска хорошо налезла. Он смачно харкнул в заячью морду и поднес маску к моему лицу. Плевок был похож на раздавленного паука. Ромка как-то по-звериному дернулся, скривился, хотел что-то сказать Семену, но промолчал. Тем отерся рядом, омерзительно скалясь и опаляя меня вонью из пасти. Надевай, а ту урою. Маска словно бы стала еще отвратительнее и злее, но, вопреки всему, казалось, она могла подарить спасение. Сомневаюсь. Стать второй кожей, только примерь, только коснись лицом ее твердой бугристой поверхности, и мех засеребится? Ладно, засеребится, уши затрепещут живыми мышцами. И стоит надеть ее, и Семена с компанией не станет. Навсегда. Я не знаю, что делать. Я не знаю. Сохранение. Мне надо сохранение. Я не знаю, что делать. Господи, это тот вариант, когда я не знаю, что мне делать. Послать его или надеть эту странную маску? Что делать? Ну, по идее, естественно, послать, но... Если логически подумать, откуда у нас взяла маска, непонятно. Но мы видели лисицу, у которой маска. Возможно, она что-то знала, и поэтому хотела после уроков, может, нас забрать. Или вообще она подложила нам эту маску в случае спасения нашего, как бы. Но я вижу, что туда плюнули, я не хочу этого, но, блин. Мы пошлем, и что, ничего не будет. А если мы наденем, вдруг что будет? Вот этот вариант, когда я не знаю, что делать. Вот хоть ставь паузу полчаса, иди, ходи, думай, я не знаю, что делать. Хочется послать, но, блин, а вдруг эта маска нас спасет, и у нас появятся сверхъестественные способности. Нет, послать. Вообще, естественно, послать. Почему-то Ромкина недовольство с Семеном меня расхрабило. Что-то у них было не так в банде. Старые разногласия. Мне бы расковырять эту рану. Знаешь что, Семен? Собственный голос, ровно и твердый, удивил меня. Я сделал шаг вперед и тихо, спокойно отчеканил. Иди. Сколько пить-то придется? Ё-моё, полчаса монтажа походу. Вот это Антоша наш дает. Мир словно поставил на паузу, и через секунду заморозили. О! Зрачки Семёна расширились. Маска выпала из мясистых рук.
Он некоторое время оттупленно переваривал услышанное, будто тужился решить в уме сложное уравнение, и, судя по пульсирующей на лбу вене, ответ приводил его в бешенство. Смотри, смотри, как выкатились-то глазенки его. О, Остальные молча наблюдали за нами, предвкушая скорую расправу. Я заметил, как вытягивается от ужаса лицо Полины. ты труп! Семен налетел коршуном, вцепился мне в лицо скрюченными пальцами, обрызганными ногтями, обгрызенными, извините. И опнул куда-то в слой жира под дубленкой. Да! Всыпь ему! Она меня вообще уже бесит, я не хочу с ней общаться. И мир лишился четкости, расплылись контуры черных деревьев, затуманились лица одноклассников. Мои очки! Что? Ничего не видишь без очков? Он воздел к небу руку с моими очками, так что я не мог до них дотянуться. Отдай! Сейчас же Меня прерывал свинцовский кулак с заостренной печаткой, который с хрустом врезался мне в бровь, опрокинув на промерзшую землю. Хоровод смазанных лиц, давящихся отвратительным смехом, резвился надо мной, доводил до тошноты. И только я успела помниться, как расплывающаяся фигура стала стремительно приближаться. Но вместо очередного удара протянула мне руку. В надежде, что это Полина, я ухватился за нее как за соломинку. И тут же понял, как я ошибся, почувствовав укол сорванных сухих мозолей на ладошке. Это был Ромка. Он помог мне встать на ноги. Правда ничего не видишь? Голос звучал сочувственно, что смутило меня. Я прищурился, ища в тумане Полину. Она собирала мои вещи в рюкзак, распахивала тетрадки. А зачем она распахивает тетрадки? А слышишь, хорошо? А? Он склонился ко мне вплотную и спросил уже без напускного дружелюбия. Слышишь ты хорошо, Антошка? Да. Я озадаченно моргнул. Ну так слушай внимательно. Он тряхнул мою куртку, а потом ударил в скулу со всего размаха. Челюсть моя щелкнула. Попадись между зубов язык, я бы не только видел плохо, но и разъяснялся бы хуже бяще. Меня занесло, в мир очередной раз крутанулся Юлой. Но Ромка подержал за локоть, не давая упасть. «Какой добрый твой медь, а!» Где-то далеко вскрикнула Полина. Бяша скреб и в ее охапку, не давая подбежать ко мне. Это тебе аванс. Еще раз увижу тебя с Полинкой, хотя бы в метре от нее пеняй на себя. Вот тут ревность. Ты понял? а? Забираю, она не очень. Да. Чисто, чтобы закрепить. Кулак прилетел в мой висок. Мир опрокинулся. Казалось, я падаю в небо цвета разложившегося мяса. Я схватился за корни, чтобы не кувыркнуться вверх. Сознание с дутым шариком болталось на поверхности пучины и тонуло, скользило ко дну. Я попытался привстать. Размытая фигурка, Полина, отмахивалась, но две другие, взяв ее под руки, уводили прочь. Мы домой тебя проводим, не бойся. Мало ли, какие психи по лесу шастают. А Тоша пускай отдохнет. Полина! Ботинок Ромки прилетел мне в лоб. Рука подломилась, затылок стукнулся о лед, зрачки безвольно закатились. Тьма выпрыгнула, замерла и слопала меня. Я пошевелился, потерся носом о лавочку, с трудом разлепил веки. Рисунки на стенах, книги, стопкой комиксов. Я потрогал челюсть, опасаясь, что она ответит вспышкой боли. Пальцы переползли к виску, ни шишки, ни боли. Я сел в кровати, удивленно моргая, поправил очки. Изучил свои руки, чистые, без грязи под ногтями. Рюкзак
прикорнул у стола. Отголоском беседы раздавались за дверью. А что это было? Типа, ему приснилось? Это был все же сон? И только сейчас утро наступило? Я дома, в своей спальне. Сам добрел. Очки. Их мне Семен вернул? Может, Полина? Или неизвестный доброжелатель? Решив выяснить это позже, я выглянул в окно. У леса было множество тайн, но он не спешил ими делиться. Часы на прикроватной тумбочке показывали 10 утра. 9 или 10. 10, по-моему. Солнце светило над полем, но не согревало его. Закряхтело старыми костями чащоба. Так, ну тут мы вроде ничего не можем сделать. А, правда, ничего. Я шел в коридор, и отзвуки беседы сделались громче. Смех, как говно, я не слышал, чтобы мама смеялась. В тихом доме среди протаившихся теней. Такой обыденный и родной смех. Я прокрался по лестнице, словно боялся спугнуть момент. А я ему говорю, комиксы есть? Зайцу своему купить хочу. А он, ваш заяц комиксы читает? Мама рассмеялась, ей тарила Оля. Ну да, говорю, заяц у меня цирковой. Боже, ты лучший. А ты сомневалась. Не на секундочку. Жених и невеста. Когда я вошел на кухню, мама целовала отца в макушку, а он поглаживал ее по плечу. А что случилось? Почему наша семья изменилась после моей... Прик! Ха! Оля сидела между родителями, вооруженная вилкой. Накрытая крышкой крапчатая кастрюля источала ароматный запах. А вот и он. Привет, Соня! Весь в отца. А что случилось? Я в свою семейку попала или чё? Тут надо обратно вкрывать, чуть не то. Прямоугольник окна возвышался за ее спиной, отчего мама казалась нарисованной на белом холсте. Мне пришло в голову, а может это у него сейчас галлюцинации? Его же хорошо вмазали, может он там валяется, видит такие прекрасные сны, которые он бы хотел видеть в жизни. Садись, садись, в ногах правды нет. А завтрак – самое важное для здорового человека. Я сел, очарованно улыбаясь. Оля подмигнула мне и одновременно мигнула лампа. Заспанный какой. Какой есть, наш родной, в детдом сдавать поздно. Спасибо на том. Папа хохотнул, показывая, что шутит. Мама хлопнула его по плечу. Ой, я голодная, страшно. А мы, думаешь, просто так тут слюной капаем? Братик, ты так кушать будешь? А чё? Как? Я поймал на себе искрящиеся от веселья взгляды родителей. Был бы у меня фотоаппарат, запечатлел бы, чтобы они всегда улыбались мне со снимка. Чтобы остановить этот прекрасный миг. Лампочка погасла и вспыхнула. Чуть слышно задребезжало стекло в раме. Сними маску, сынок. Есть же неудобно. Какую маску? Глуповатая улыбка прилипла к губам. Папа сказал, показывая крепкие белые зубы, похожие на клавиши пианино. Снимай, снимай, заяц. Я провел рукой по щекам, засмеялся. Вы о чем? Уже вся семья смеялась, стуча в меня пальцами, хлопала ладонями по коленам и клеенке. Папа сказал, утирая костяшками увлажнившиеся глаза. Ух, насмешил ты нас. Ну, молодец. А теперь маску сними, будь добр. Я опять потрогал свое лицо, ощутил, как немеет кожа. Но на мне нет маски. Мама поерзала на стуле, прищурилась, склонив голову. О, господи, как она стрёмная. Холст окна теперь был серым и все быстрее чернел. Пока не снимешь, не начнем. Что сейчас было? Это чё, демон? Это не мать наша, это демон какой-то. Но я не могу уже терпеть. Сними маску, не валяй дурака. Голос был ласковый, но твердый. Мам, Тоша меня пугает.
Заскрипели ножки стула по половицам. Оля отодвинулась от меня. Она больше не улыбалась, никто больше не улыбался, разве что щели облупившихся стен. Что ты наделал? Твоя сестра плачет. Но... Оля хныкала, опустив голову, из-под лобья боязливо посматривала на меня. Мама грохнула кулаком по столешнице, я чуть не повалился на пол вместе со стулом. Сын называется. Мы веселились, а тут ты пришел. Испортил все. Вот кто в доме бати, походу. Да. В меня полетели брызги слюны. Я повернулся к папе, умоляя объяснить, что происходит. Липкий сироп тек по подбородку отца и капал на рубашку. Глаза его смотрели в разные стороны. На чердаке грохнуло, зашуршало в коридоре. Водопроводные трубы забурчали. Дома жил. В каждой комнате кто-то возился, ползал, дышал. Лампочка заморгала с частотой стробоскопа. Лица родителей то ныряли во тьму, то возникали вновь. За окнами пришла высокая тень. Я намеревался вскочить, броситься прочь, но тело не повиновалось. Руки мертвым грузом лежали на столе. Я просто смотрел. Свет погас, во мраке сердце ударило 3 раза. Интересная у нас семейка. Очень. 3 маски уставились на меня дырами и отверстиями. Женщина-лиса там, где секунду назад сидела мама. Мужчина-волк во главе стола. И девочка-зайчик, моя Оля. Я не мог даже спросить, зачем они нацепили эти странные и страшные морды. И почему шерсть на них шевелится, словно что-то движется внутри масок, спучивая папьи Маши. Язык отказался реагировать на команды мозга. Лишь взгляд мой перемещался по маскам, по длинным кривым теням за спинами семьи. Кушать подано! И там голова. Она сорвала крышку с кастрюли, и там оказалась голова наша. Не знаю, я хорошая Ванга или чё? Что за трэш происходит? В кровавой подливе лежала отрезанная голова. А остекленевшие глаза буравили меня. Распахнутый рот вопил беззвучно. Моя собственная голова на дне кастрюли. Кровь заструилась из отсеченной головы по перекошенному лицу. Одновременно горячие струйки потекли из моих ноздрей, морая клеенку багровым. Ешь! Резко выпрямился, челюсть обдала огнем, висок соднило. Это у нас были все же галюники. Я рада, что это были галюники, но это пипец. Какие? Кухня, твари в масках и мертвая голова. Все исчезло. Все, кроме преследовавшей меня проклятой маски, которую кто-то из хулиганов нацепил на меня ради смеха. Я оторвал уже примершую к моему лицу заячью морду и понял, что очнулся в лесу, возле поваленного снеговика. Весь в снегу и хвойных иголках, без очков и с разбитой физиономией. Обморок, кошмар. Пульсирующая боль была подарком по сравнению с привидевшимся ужасом. Я поднялся на ноги, отплевываясь.
Лес огородил меня, как прутья решетки. Я не знал, как долго пробыл в отключке. Ноги и руки задубели, штаны промокли насквозь. Я стоял один почти в полной темноте, в кольце взмывающих ввысь стволов, и все вокруг шевелилось и дрожало, уши закладывало от шороха и шелеста. Кроны таяли в космической черноте. Кусты становились пустыми клетками, чьи обитатели вдруг вышли на волю. Казалось, что вот-вот когтистая лампа выпростается из мрака и схватит мое одеревеневшее лицо. Где-то вдалеке послышался крик. Антон! Папа, меня искали, как того пропавшего мальчика. Глаза защипали выступившимися слезами. Тяжелая капля сорвалась с ресниц. Антон! Крик зазвучал громче, на мгновение даже поверил, что меня спасут. Я здесь! Тут же свет ударил мне в лицо. Я заслонился пятерней. Луч фонаря скользнул вниз. Антон! Вот ты где! Ты совсем сдурел? Это вообще как понимать? Папа шагнул ко мне из мрака. А я чё при чем? Я себя побил тут, что ли? Сижу, отдыхаю, снеговика собираю. Я ринулся навстречу, надеясь, что он не растает, оказавшись очередным миражом, проделками свихнувшегося разума. Он был настоящим, теплым и живым. Язык проглотил? А ты не видишь на мне ссадины? Кровь. Я встретил твою одноклассницу на дороге. Она сказала... В дебрях захрустели ветки. Недаваемый ужасом, я прильнул к отцу, а он встрепенулся, изучая чащобу, и сказал совсем другим напряженным тоном. Так, пойдем отсюда скорее. Мать узнает, такой нагоняй нам устроит, мало не покажется. Я потянулся к отцу, все еще леденее от ужаса. Хватился за его крепкую ладонь и почувствовал подушечками быстрый пульс. Поднялся и, пошатываясь, побрел с папой по его едва различимым следам. Все, думаю, на этом моменте мы приостановимся. Продолжим играть уже в следующей серии, так что если хочешь продолжение, обязательно поставь лайкосик и напиши об этом в комментариях. И все ссылочки на соцсети в описании, и всем пока-пока.